Как стало известно Crime-Time.ru, источники агентства выяснили, что чеченцы объявили войну Гудже Кутаискому и передали ему, чтобы заказал себе гроб. По словам источника, вор в законе Гудже Кутаиский через своих людей унес деньги у одного российского предпринимателя. Узнав об этом, близкие люди предпринимателя из Чечни пытались связываться с Кутаиским. Когда Гудже узнал, что его ищут чеченцы, уже было поздно возвращать деньги, так как они были уже распределены. Гудже начал скрываться и улетел сразу в Турцию. Он с помощью других влиятельных воров в законе пытается успокоить людей предпринимателя, но пока это не удается сделать, так как тот не идет на контакт. Как ранее стало известно, продолжение истории с задержанием в Турции воров в законе по запросу Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которая, как выяснилось, прислала в Стамбул список россиян, якобы представляющих угрозу безопасности Турции. В результате в депортационную тюрьму были отправлены 4 вора в законе из списка, имевшие вид на жительство в Турции. По данным источника, один из них, Илгудже Туркадзе, был выпущен на свободу. 3 других задержанных законника находятся под стражей. Это Хусейн Ахмадов, Владимир Жураковский, Атари Таточи. По словам источника, Туркадзе на свободе проводил 3-4 дня, позже его заново арестовали. Информация уточняется. Смотрящий за общаком по прозвищу Бадри Кутаиский и ряд других криминальных авторитетов получили подозрения за участие в так называемой «сходке», где выбирали ответственного за криминальную кассу Одесской области. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований нацполиции. 7 марта 58-летнему вору в законе, который является уроженцем Российской Федерации, сообщили подозрения по части 1, статья 255-2 Уголовного кодекса Украины. Известно, что подозреваемый отвечает за поступление и распределение средств так называемого российского воровского общака и смотрящим за ним. Ранее в другом деле по организации и участию в преступном собрании подозрения объявили 3 субъектам повышенного преступного влияния в статусе вора в законе: Палику, Умки, Лаше Свану и Рамазу Багдадскому. Кроме того, в конце февраля подозрения получили так называемый куратор по Одесскому региону, вор в законе по прозвищу Лавасоглы Батумский, который имеет тесные связи с криминалитетом Российской Федерации, и его 5 ставленников. Им инкриминируют организацию и участие в сходке. За организацию и участие в преступном собрании подозреваемым может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Стали известны шокирующие подробности вооруженного инцидента, произошедшего на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе столицы Азербайджана. Как сообщил источник, имя которого не разглашается, криминальный авторитет, известный как Ниджат Ленкоранский, подвергся нападению. Киллер хотел убить Ниджата, но пули уклонились от цели и попали в случайных людей. А Ниджат смог уклониться от открывшегося ему огня. Говорят, что в настоящее время он находится под контролем правоохранительных органов. В информации также отмечается, что причиной инцидента стала кровная месть. Так, в октябре 2022 года Ниджат в стамбульском поселке Аташехир убил через киллера брата Эмина Нахичеванского Ильнура Гасымова. После этого Эмин решил отомстить и схватил киллера, чтобы уничтожить его. 10 марта убийцы прибыли по адресу, где находился Ниджат, чтобы выполнить приказ, а остальное известно общественности. К сведению, обе стороны были членами клана покойного вора в законе Равшана Ленкоранского. Корни вражды между ними восходят к инциденту на открытии ресторана «Оазис» в Стамбуле. По нашим данным, там между 2 авторитетами возникло недовольство. Говорят, что они стреляли друг в друга из оружия. Однако те, кто находился на месте происшествия в то время, не позволили инциденту разрастись. После этого по заказу Ниджата убили Ильнура. А сам Эмин Нахчеванский в настоящее время находится в заключении во Франции. Отметим, что в результате расследования вооруженного инцидента на улице Самеда Вургуна в Баку 2 человека получили ранения. Пострадавшие Фаган Рагимли,
2002 года рождения, Тамерлан Гусейнов, 1983 года рождения, были доставлены в больницу. Задержанный Джабар Юсифи является профессиональным спортсменом, неоднократно участвовал в соревнованиях по рукопашному бою и греко-римской борьбе, он призер юношеских Олимпийских игр по борьбе и первенств России по панкратиону. В Москве задержан особо опасный преступник, борец из Азербайджана Джабар Юсифи. По данным издания, он проигнорировал требования сотрудника ДПС остановиться на Московская кольцевая автомобильная дорога для проверки транспортного средства. После этого полицейские начали его преследовать. Злоумышленник бросил автомобиль в одном из жилых дворов Реутова и попытался скрыться, но был задержан. У него был обнаружен пистолет. Выяснилось, что мужчина находится в базе розыска Интерпола по обвинению в умышленном убийстве гражданина Украины, которое он совершил 22 апреля 2021 года в Днепропетровске. Мужчина застрелил 42-летнего Анара Мамедова на глазах у малолетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Кроме этого, он разыскивается и в России за незаконное хранение оружия. Джабар Юсифи является профессиональным спортсменом, неоднократно участвовал в соревнованиях по рукопашному бою и греко-римской борьбе. По словам его первого тренера Оскара Калашова, ученик признался ему в беседе, что расправился с возможным насильником своей матери. После того, как его объявили в розыск, он позвонил мне и сказал, что убил человека, который напал на его мать и то ли пытался изнасиловать, то ли изнасиловал. Он целенаправленно его искал сначала в России, а потом в Украине, куда тот сбежал, заявил тренер. Он также отметил, что Юсифи – призер юношеских Олимпийских игр по борьбе и первенств России по панкратиону. В городе Баку задержан Ниджат Акберов, известный в криминальном мире под прозвищем Ниджат Ленкоранский. Он был арестован в результате проведенной правоохранительными органами операции. Отметим также, что Ниджат Ленкоранский обвиняется по статье 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики «Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере». Напомним, что на днях в Баку произошел вооруженный инцидент. Криминальный авторитет, известный как Ниджат Ленкоранский, подвергся нападению. Киллер хотел убить Ниджата, но пули уклонились от цели и попали в случайных людей. А Ниджат смог уклониться от открывшегося ему огня. Позже он находился под контролем правоохранительных органов. В информации также отмечается, что причиной инцидента стала кровная месть. В Армении арестованы 4 членов преступной группировки, их главарь обнаружен в Испании, сообщает Следственный комитет Республики Армения. По данным ведомства, предварительное расследование в отношении 4 фигурантов дела завершено. Как выяснили в Управлении по борьбе трафикингом людей, преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков, в период с 15 по 27 декабря 2021 года возглавляемая вором в законе Эрик Джигинян по прозвищу Эра Томский. Группа собрала предназначенные для отбывающих срок в тюрьме лиц 1500 пачек сигарет, 300 пачек чая и около 1,5 миллиона драмов наличными в качестве так называемого грева. Из собранных денег по указанию Эра Томского по тюрьмам были распределены 350 тысяч драмов. Кроме того, в ноябре этого же года к Эра Томскому обратился житель Степанавана, который поссорился с бывшим приятелем по денежному вопросу и попытался с помощью криминального авторитета решить свою проблему. К Эра Томскому поступали обращения также от других граждан с просьбой выбить деньги у задолжавших им знакомых. Помимо организации возврата денег, подручные вора также разъясняли спорные вопросы, возникшие между людьми, следя за соблюдением правильного образа жизни. В некоторых случаях конфликт перерастал в поножовщину или избиение. По завершении расследования на основании материалов уголовного дела, следователь подал ходатайство об аресте 4 членов преступной группировки,
которое было удовлетворено. Также заведено уголовное преследование в отношении главаря банды Яро-Томского по признакам, параграф 5 часть 2, статья 323 Уголовный кодекс Республики Армения, создание или управление группой с криминальной субкультурой. В его отношении в качестве меры пресечения избран арест и объявлен розыск. Он обнаружен в Испании и арестован, решаются вопросы о его экстрадиции в Армению. Затянувшееся затишье на невидимых воровских фронтах нарушилось известием о том, что 35-летний вор в законе Руслан Гигичкори, сын вора в законе Роланда по прозвищу Шляпа, до того как войти в воровскую семью, поучился в Грузинском техническом университете на факультете инженерной экономики, медиатехнологий и социальных наук. Подтверждающие это бумаги раскопал и представил на суд своих турецких коллег по цеху 41-летний вор в законе Давид Бажадзе, он же Рока Тбилисский. Согласно обнародованным документам, 5 августа 2003 года Руслан Гигичкори был зачислен на первый курс ГТУ, а 17 марта 2005 года переведен в Тбилисский государственный университет. Порою некоторые, кто на блатной педали, чтобы не ходить в армию, выправляли себе липовые студенческие ксивы, но у Руслана, похоже, не тот случай. Реальная учеба в университете говорит о том, что молодой человек видел себя в будущем кем угодно, но только не вором. Родоначальником воровской династии Гигичкори был Ной, отец Роланда, который, проворовав какое-то время, завязал и устроился на работу в милицию. Таких отступников во все времена называли суками, и это еще литературное обозначение феномена. Святой обязанностью не только воров, но и стремящихся ими стать, есть истребление сук. При этом Ной дожил до своих седин, а двое его сыновей, Роланд и Рауль, стали ворами, и, судя по семейным снимкам, своего отца почитали и как к суке не относились. Более того, свое первое преступление Роланд совершил в Орле вместе с отцом. И это была не кража. 2 января 1976 года в кафе «Отдых», где Роланд выпивал со своим 17-летним братом, двое грузин, Балквадзе и Тидарадзе, увидев, отняли в туалете имевшийся у Роланда нож. Через час в заведение вбежал Ной и ударил Балквадзе кулаком по лицу. Роланд его же ударил ножом в спину. Самое примечательное, что в приговоре, по которому Роланд получил 5 лет усиленного режима, он значился членом Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи и рабочим колхоза имени 19-го партсъезда в селе Цаиши. Видимо, идея стать вором к Роланду так же, как впоследствии и к его сыну, пришла не сразу. Руслан, коронованный в 2014 году своим отцом и его тогдашними друзьями-мингрелами, достаточно прославился тем, как во время своей первой и пока единственной командировки сначала в Тыве избил заключенных войнахов, а потом в Красноярске на почве разногласий во взглядах на режим повздорил на кулачках с Костылем и Жорой Кутаиским, из-за которого теперь проблемы у Таро. Надо признать, что оба инцидента только прибавили Руслану очков, в отличие от Костыля, которого, несмотря на операцию, оплаченную Гули, вскоре после этого доконала онкология. Что касается Шляпы-младшего, его карьера, пока Гули был жив, складывалась до того успешно, что он позволял себе дразнить Таточию и даже поднимал на него руку. Сейчас от своих бывших собратьев Руслан скрывается. Призванные к ответу двое из его крестных отцов, Мерабы Пипия и Мзарилуа, заявили, что ничего не знали о юношестве своего крестника и переложили всю ответственность за это на Шляпу. По закону, претендента на корону должен охарактеризовать перед ворами кто-нибудь из воров его родного города. Среди крестных отцов Руслана не было других зугдийцев, кроме его отца, который, разумеется, не мог не знать, чем в смутные для воров времена Саакашвили дышало его чадо. Теперь Роланда, который после размолвки с Намиком перебрался из Стамбула в Трабзон, официально зовут на сходку, пояснить за сокрытие от воров неприглядного факта из биографии сына. В наши дни воровские династии – явление редкое и недолговечное. Подтверждение тому – недавний пример семьи Ибралидзе. Да и какой отец в здравом уме пожелает подобной участи сыну?
династия Гигичкори, служившая предметом особой гордости, по крайней мере, для Роланда и Руслана, теперь также имеет все шансы пресечься. Остается надеяться, что Руслан, если ему не удастся откусаться, покончив с воровской жизнью, не пойдет по примеру своего деда на службу в полицию. На днях в Польше 64-летний криминальный авторитет Тариэл Аниани, он же Таро, снова поднял руку на действующего вора в законе. На этот раз от Таро пострадал Владимир Джибладзе, более известный в уголовной среде как Мамула, которому вчера стукнуло 76. Инцидент случился на почве намерения Таро собрать сходку для урегулирования своего вопроса с Ватией, которого Таро ударил в предыдущий раз, когда хотел вернуть себе имя, утраченное в 2009 году из-за подозрений в причастности к убийству Япончика. По словам источника, чем больше движений совершает Таро, тем глубже затягивает его трясина, в которой он уже по уши. Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 64-летнего вора в законе Айткали Маймушева по прозвищу Леха Семипалатинский, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном хранении наркотических средств. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего Айткали Маймушева. Он обвиняется по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии», часть 1, статья 228 Уголовный кодекс Российской Федерации «Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере». Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в пресс-службе. Согласно материалам дела, с 1997 года Маймушев, обладая неформальным статусом вора в законе, в соответствии с принятыми в преступной среде традициями и правилами, поддерживал криминальную субкультуру и пропагандировал воровские идеи, сплачивая тем самым под этими идеями лиц криминальной направленности. Пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая и пропагандируя преступные традиции и обычаи, он обязывает других лиц преступной среды подчиняться его воле и выполнять его указания. В январе 2023 года Маймушев был задержан сотрудниками полиции в помещении бара одной из столичных гостиниц. В ходе личного досмотра у него обнаружено наркотическое средство, метадон в значительном размере, которое незаконно хранил при себе, отметили в надзорном ведомстве. С приближением конца марта истекают надежды на освобождение уже весной по УДО Захария Калашова, лидера преступного сообщества России, вора в законе номер 1 по прозвищу Шакра Молодой. УДО Калашову было обещано, после того, как он поддержал набор заключенных в отряды ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который весной прошлого года начал свои вербовочные гастроли по зонам только после отмашки воров. Официально Шакра не призывал бродяг и мужиков сотрудничать с ЧВК, но негласно инициативу поддержал и не стал препятствовать воровскому прогону с одобрением вербовки, который звучал в маляве вора в законе Алексея Гудыны по прозвищу Леха Иркутский. Но уже летом лидером воровской среды стало известно, что набор заключенных в ЧВК стал для его инициаторов еще масштабным бизнес-проектом, принесшим огромные деньги, в том числе в руководстве ФСИН, способных заплатить наличными в кассу ЧВК 6-10 миллионов рублей за фиктивное внесение в списки отправляющихся на фронт уголовников. Сразу после оформления липовых документов освобождали прямо на выезде из ЗТК с единственным условием – не светиться полгода. Отсюда и случаи, когда на гражданке ловили людей, представлявшихся бойцами ЧВК «Вагнер» с оружием или наркотиками, а потом сразу эти истории замыливались. Источник говорит, что бизнес на зэках вызвал неудовольствие Шакра, а общак ничего не поступало, поэтому руководство 8-го отдела управления К ФСБ контроль за лидерами преступного мира посоветовало Пригожину лично не заходить в ИК-2 Краснодарского края
в сентябре прошлого года в ходе очередной вербовки. К этому времени воровскому миру уже было известно, что вопреки обещаниям вербовщиков заключенных на линии фронта используют в качестве пушечного мяса и штрафбатов, так что вернуться с линии фронта на волю смогут лишь единицы, уже ставшие инвалидами. Тем временем, самого Шакра вместо УДО перевели на строгий режим. Свое слово Пригожин не сдержал, и, по словам собеседника, Шакра крайне разозлился. Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному вору в законе Гоче Атаровичу Джинчирадзе, известному как Курша. Официальной информации об этом пока нет. Однако источники в правоохранительных органах рассказывают, что в одном из кафе Днепра представители верхушки преступного мира Умка и Лаша Сван провели онлайн-сходку с участием вора в законе Куршей. На встрече обсудили и разрешили конфликт между криминальными авторитетами, приняв соответствующее решение. Теперь 50-летнему подсанкционному вору инкриминируют организацию и участие в проведении преступных собраний лицом, пребывающим в статусе вор в законе, часть 1, статья 255-2 Уголовного кодекса Украины. За участие в преступном собрании вору в законе может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Известно, что Курша был коронован в 19-летнем возрасте в Москве. Курша – 7-й вор в законе, получивший в этом году подозрение за сходку. Ранее подозрения получили Бадрик Кутаиский, Тенга Гальский, Палик, Рамаз Багдадский, Лавасоглы Батумский и Дата Ланчхутский. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.